Главной темой брифинга в Госдепе 27 марта стала высылка из США российских дипломатов, самая масштабная на фоне аналогичных мер, принятых в ряде стран в связи с отравлением в Англии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На представителя Госдепа обрушился шквал вопросов. Большинство из них сводилось к тому, располагают ли США доказательствами причастности к делу России и являются ли на самом деле выдворяемые дипломаты шпионами. Откуда вы знаете, что именно эти 60 человек Эта тема были шпионами? относится к ведению разведки. Могли бы вы привести конкретные примеры их действий в подтверждение того, что они не были настоящими дипломатами? У меня нет доступа к такого рода сведениям. Может, они в метро через турникеты прыгали? Что конкретно? Мэтт, я поняла, вы хотите нас рассмешить. Но разве вы не обязаны представить ООН доказательства, что эти люди... Как я только что сказала, у меня нет ответа на этот вопрос. Если он появится, я вам сообщу. Науэрт, по сути, признала, что Вашингтон не располагает никакими доказательствами по этому делу и просто принял на веру утверждения Лондона. Редкая возможность задать ей вопрос представилась и мне. Я указала на то, что Организация по запрещению химического оружия еще не опубликовала результаты своего расследования. Науэрт в ответ заявила о нежелании России идти на сотрудничество. Мы с нетерпением ждем завершения расследования ОЗХО. Вместе с тем мы надеемся, что Россия вернется к обсуждениям в Совбезе ООН и что с ней удастся договориться о некой модели, подобной совместному механизму ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии. Москва неоднократно пыталась сорвать его работу, и ей много раз это удавалось. Науэрт решила беззастенчиво игнорировать то, что Россия заявила о готовности сотрудничать с Великобританией сразу после получения известия о покушении на Скрипаля. Таким образом, Вашингтон нарушает свято чтимый в США принцип презумпции невиновности. У России длинные руки, у нее много щупалец. Мы считаем, что она и в дальнейшем будет проявлять интерес к выборам в США и во многих других странах. Руки и щупальца? Да, руки и щупальца. Вот так чудовище. Это Не могли бы вы... чудовище из морских глубин. Происходящее сегодня — это часть более масштабного сценария. Некоторые считают, что ведется новая холодная война, но сложившееся положение в чем-то даже опаснее противостояния минувших лет. Здесь, конечно, наблюдается определенная доля лицемерия. Давайте сравним инцидент с отравлением Скрипаля и реакцию на него с гораздо более серьезной ситуацией, когда США, Великобритания и прочие страны вторглись в Ирак. Как тогда поступили европейские государства? Выразили протест и выслали американских дипломатов? Разумеется, нет. Сейчас снова используется риторика холодной войны. Запад противостоит России, а Россия на это реагирует. Но я считаю, что для принятия столь жестких мер западным странам нужны веские доказательства, и необходимо представить общественности хотя бы некоторые из них.